Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о преимуществах и недостатках Peugeot 308 SV в кузове T9. Так как владею данной машиной более полугода и проехал более 10 тысяч километров, у меня сложилось собственное мнение о плюсах и недостатках данной модели, с которым я хочу в принципе поделиться с вами в этом ролике. Итак, главный плюс данной модели — это естественно расход топлива. Он составляет около 5 литров на 100 километров пути. Подробнее можете ознакомиться в прошлом ролике. Далее дизайн. Дизайн — это мнение сильно субъективное, но мне он очень нравится, я за него ставлю огромный плюс. Еще к плюсам добавил бы, конечно, багажник, так как это SV, универсал, багажник должен быть большой, просторный, практичный. Багажник здесь и вправду большой. В моей комплектации есть специальные рейлинги с проушинами для фиксации груза с помощью сетки, либо других для этого приспособлений. Также есть очень много пространства еще под полом, где можно также хранить дополнительные свои автопринадлежности и докатка. И забыл еще добавить о горном тормозе, либо помощник при трогании в гору. Это в принципе зависит от комплектации, я так думаю, но очень-очень сильно удобная вещь и в гористой местности очень сильно выручает. Это, то есть, возможно, кто-то не знает, это когда ты, допустим, стоишь на светофоре под горку, ты выжимаешь сцепление, нажимаешь тормоз, загорается зеленый свет, и у тебя как бы автоматически включается ручник. То есть у вас есть буквально там 2 секунды, чтобы тронуться, и машина назад не покатилась. Ну, кто пробовал, тот знает, насколько это крутая штука. Теперь немного о заднем ряде. На заднем ряду места достаточно. Даже сидя самим за собой, а мой рост составляет 182 сантиметра. Коленки не упираются. Даже если сесть немного в развалку, все равно остается пространство. Подлокотник. Подлокотник открывается на высоту, равную подлокотнику, который располагается на двери. Получается, так сказать, такое кресло. Сидеть очень удобно, так как нет никаких перепадов высот, перекосов. На дальние расстояния ехать самый кайф. Хотел бы добавить еще немного о подсветке. Подсветке салона. Французы очень постарались над подсветкой. Подсветка, при включении подсветки, она никому не мешает. Светит точечно, ярко и очень красиво. Далее переходим к месту водителя. В первую очередь хотелось бы отметить, так это сидушку. Сидушка просто нереально балдежная. В моей комплектации она имеет регулировку поясничного подпора. Ехать на дальнее расстояние просто в кайф. По личному опыту могу сказать так: проезжая 500 километров и более на одном дыхании, вы не почувствуете ни боли в спине, ни затекания ног, ничего этого не будет, вы как будто и не проезжали это расстояние. Далее подлокотник. Подлокотник весьма удобный, имеет регулировку как по высоте, так и по вылету. Ехать на нем с помощью его, особенно по трассе, на круиз-контроле, вообще балдеж, как будто на кресле ты едешь. Опции. К плюсам могу отнести обдув-обогрев лобового стекла. То есть во время мороза, когда замерзло ваше лобовое стекло, либо во время дождя, если запотело ваше лобовое стекло, вы нажимаете кнопку обдува лобового стекла, и в течение, не скажу, что нескольких секунд, но порядка 10-20 секунд отпотевает ваше лобовое стекло. Я считаю, данная функция must have в каждой современной машине. Далее кнопка обогрева заднего стекла. Но французы изощрились и добавили от функции этой кнопки еще и обогрев зеркал заднего вида. Я уверен, что многие не знают о этой функции и вообще, что у них есть обогрев зеркал заднего вида.
То есть, если во время дождя запотели ваши зеркала заднего вида, вы нажимаете кнопку обогрева заднего стекла, и ваши зеркала растаивают меньше, чем за минуту. Бардачок. Бардачок в этой машине просто огромный. К сожалению, у меня нету 1,5-литровой бутылки, чтобы вам показать, но у него вмещается 2 1,5-литровые бутылки. В данный момент есть 2-литровая бутылка для демонстрации. Ложим. Все, бутылка там. Такой бардачок очень удобный во время путешествий, так как в него можно положить, допустим, 1,5-литровую бутылку воды, бутерброды, и они будут на протяжении всего вашего путешествия охлажденными. Хотел бы еще добавить о кармашках в дверях. В них также вмещается 1,5-литровая бутылка. Они достаточно объемные и очень удобные. Еще один плюс – это звук. Возможно, зависит от комплектации, но у моей 8 динамиков. На каждую дверь по 2. Качество и громкость звука на очень достойном уровне. Сейчас я хотел бы вам рассказать о минусах этой машины. Хоть их не таких много, как и плюсов, но все же они есть. И я хочу об этом сейчас вам рассказать. Самый главный недостаток этого пыжа – это клиренс. Для примера, лесная укатанная песчаная дорога, на которой на Фабии я проезжаю на 3-4 передаче. По этой же самой дороге, на этом пыже, я ехал на 1-й, максимум на 2-й передаче. Черкает все и везде. Так что лесникам, рыбакам, грибникам я эту машину не рекомендую. Стоит отметить, что эта машина создавалась не для пересеченной местности, а для трассы. На трассе эта машина король. Немного о заднем ряду. Это не то чтобы сильный минус, но и не плюс. Места сзади для ног достаточно, но расположение задней спинки сильно вертикальное. На длинных расстояниях возможен возникать некий дискомфорт. Также к недостаткам хотел бы отнести расположение подстаканника. Во-первых, во время движения он мешает вашей руке переключать передачи, так как во время переключения передач вы задеваете рукой содержимое подстаканника. Во-вторых, он мешает раздвинуть подлокотник. Подлокотник упирается просто в содержимое подстаканника. Также к недостаткам хотел бы еще отнести отсутствие места под телефон. Есть один вариант, есть одна ниша, которая находится вот здесь. Но телефон здесь лежит, мягко скажем, так себе. А если в вашей комплектации есть еще и подогрев сидений, кнопки которого располагаются в этой нише, так это вообще как бы немного странно. Дворники. Многие ругают Peugeot за применение классической схемы, так как постоянно стекает эта сопля. И вам надо все время включать дворники еще раз и убирать эти потеки. У меня не было Peugeot в предыдущем кузове, но в интернетах пишут, что применение схемы дворников, когда они расходятся в разные стороны, то есть вот так, в предыдущем кузове, было намного лучше и справлялись они со своей функцией на все 200%. Также в тему дворников хотел бы добавить, это отвратительный режим автоматического очищения лобового стекла, потому что он не работает от слова совсем. Что бы я хотел сказать в заключение? Да, у этой машины есть недостатки, но их количество сильно проигрывает количеству плюсов и качеству плюсов. Данной машиной я очень сильно доволен. Если вы еще не определились с выбором и смотрите этот ролик, я надеюсь, что я вам хоть немного помог с выбором. Лично я машиной очень сильно доволен. Ну на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.